Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш и серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим про округление значений координат в нашем проекте, про то, как это все влияет на внешний вид нашего контура, и поговорим об импорте наших букв и наших проектов из иллюстратора в FontLab. Округление значений. Что это такое в программе FontLab? Возможно, вы до этого работали в какой-нибудь векторной программе наподобие иллюстратора, либо какой-нибудь другой программе, неважно, и обращали внимание, что объекты, которые вы рисуете в программе, они находятся в таком почти неограниченном каком-то пространстве, и вы можете как угодно масштабировать объекты. Зачастую там используются значения узлов с дробными координатами. Это позволяет делать более плавный, более точный рисунок, но когда мы работаем в FontLab, по умолчанию там значения округляются. То есть у нас уже есть более какие-то такие рамки очевидные, в которых мы работаем. Если мы посмотрим на рабочую область, в которой мы сейчас находимся, мы увидим, что, во-первых, все узлы наши имеют конкретные целые значения. Вот 329, высота 700, никаких там 700, запятая, там еще что-то. Вот это первое. Во-вторых, у нас есть конкретная базовая линия, на которой находятся все буквы, и есть вертикальная зона прописных букв, которая тоже нас ограничивает. То есть зачастую в FontLab значения всегда идут у нас целочисленные. Мы можем сделать так, чтобы они были дробные при рисовании, но нужно учитывать, что при экспорте в стандартные профили у нас с вами эти значения привяжутся к сетке координат целочисленной, из-за этого точки будут немножко смещены, и, возможно, это будет не очень аккуратно, не очень красиво. Мы можем и при экспорте сделать так, чтобы в файл у нас уходили дробные значения, но это нужно сделать отдельный профиль, сложного в этом ничего нет, я об этом потом как-нибудь расскажу. Вот, то есть, что нужно понимать? У нас, в принципе, все в целочисленных значениях, но если требуется, мы можем изменить эти значения на дробные. Это удобно, если, например, вы импортируете в FontLab какую-нибудь букву или какой-нибудь шрифт, который вы нарисовали в иллюстраторе, чтобы он у вас адекватно и правильно отображался, и потом вы его смогли как-то масштабировать правильно. Желательно перейти в этот момент в дробные значения. Как это сделать, я вам покажу. Предположим, нам нужно получить полный контроль над узлами нашего контура, с которым мы сейчас работаем. Для этого нам нужно включить дробные координаты. Как это сделать? Для этого нужно отключить округление координат. Вот сейчас мы навели сюда на этот узел, видим, что размер у него 329 на 700. Ну, точнее, его положение в нашем пространстве. Чтобы отключить дробные координаты в конкретном проекте, нам нужно зайти в файл Font.info, либо нажать клавиатурное сочетание Ctrl-Alt-F. Я к нему уже привык, поэтому делаю это все на автомате. Нас интересует вкладка Family Dimension. В ней мы снимаем галочку Round Coordinates, то есть округление значений. Жмем, убираем ее, жму Apply, жму ОК и выделяем этот контур. Значения те же самые. Начинаю двигать, все равно у нас целочисленные значения. Хотя мы в проекте отключили их, но они все равно у нас целочисленные. Непонятно почему. А происходит это потому, что мы их включили в проекте, дробные значения, но мы не включили отображение их, потому что это не всегда удобно, не всегда нужно. Что нам нужно сделать для того, чтобы их увидеть? Мы переходим в контур, координаты и отключаем предпросмотр округления. Вот сейчас я опять нажал, вроде бы ничего не поменялось, но теперь, когда я начинаю двигать, мы с вами видим, что значения у нас дробные. То есть, если я снова включу контур Coordinates, то они у нас снова округлятся. Дробные значения есть, но мы их пока не видим. Это неудобно каждый раз заходить в это меню, поэтому самый простой вариант — нажать клавишу H, английскую. Нажимаю H, как видите, у нас узлы немножко перескакивают с сетки, и там без сетки не отображается. Вот. Таким образом мы можем по-быстрому переключать значения. Причем у нас все показывается в дробных значениях, если мы ее отключим. Но курсор, как видите, у нас здесь, он все равно показывает целочисленные значения, хотя, казалось бы, должен показывать дробные. Почему это происходит? А происходит потому, что в предыдущих настройках мы не включили это округление. Поэтому, что мне нужно сделать для этого? Заходим в настройки, и вот здесь как раз-таки мы с вами включаем тот вариант округления в быстрой линейке. Выбираю самое большое, жму Apply, и теперь, как видите, в курсоре все замеры у меня тоже имеют дробные значения. Если я нажму H, то в предпросмотре
самих узлов у меня дробные значения отключились, а в курсоре они все равно есть. Потому что курсору без разницы, у него отдельная настройка, и он, соответственно, работает сам по себе. То есть это удобно, когда вы, например, работаете в целочисленных координатах, у вас все по сетке, вот, но при этом вам бы хотелось чуть более детально замерять ширину, особенно когда это какие-то кривые, когда у вас там, например, есть очень-очень узкие какие-то части контура, которые бы желательно более детально проверить. Можем включить отдельно в курсоре округление, но при этом работать также в целочисленных координатах. Теперь что мы можем сделать? Я сейчас нажму H, мы видим, что здесь у нас этот узел имеет не четкие границы, ну то есть это дробное значение. Но при этом я решил переделать этот проект в целочисленные координаты, чтобы он был точно таким же, как будет на экспорте. Что мне для этого нужно сделать? Мне нужно включить округление координат в этом проекте. Я захожу в файл Font.info, или мы с вами запоминаем Ctrl-Alt-F, включает нам настройки информации о шрифте. Я жму округление координат, жму Apply, и FontLab меня спрашивает. У меня в проекте, я вижу, есть несколько точек, которые имеют дробные значения. Что мне с ними сделать? Оставить их такими, как есть, но в будущем, когда я хотя бы чуть-чуть сдвину этот элемент, они у меня станут на сетку. Либо сразу их округлить. Я обычно жму Round, но сейчас я нажму сохранить их дробными. Ага, он не хочет. Значит, да, значит не позволяет, противоречит. Поэтому я жму округлить, и теперь галочка у меня поставилась. Жму ОК, вот я выделяю этот узел, жму H, ничего не меняется, он стоит на месте, потому что FontLab его привязал к конкретной сетке. Но при этом, как видите, у меня в курсоре все так же дробные значения. И даже если я включаю и выключаю предпросмотр округления, они у меня все равно таковыми и являются. В общем, это удобно, можно по-разному это комбинировать. Если вы в будущем, скажем так, привыкнете и разберетесь с тем, по какому принципу это работает, вам будет очень сильно помогать. Иногда при открытии первый раз каких-нибудь готовых шрифтов в формате OTF либо TTF вы можете обратить внимание, что узлы имеют дробные значения. А допустим, вы, как и я, привыкли работать только в целочисленных координатах, и вам не нужно, чтобы у вас все узлы имели такие дробные значения. Можно сделать так, чтобы по умолчанию FontLab сам сразу жестко привязывал их всех к сетке 1.1. Что для этого нам нужно сделать? Нам нужно зайти в настройки, и во вкладке «Открытие шрифтов» нам нужно включить округление координат. Таким образом, при открытии любого шрифта, неважно там целочисленные или дробные значения, FontLab сам это дело все разместит по сетке так, как нам нужно. И нам уже не придется делать какие-то дополнительные манипуляции для этого. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.